Привет! Сегодня тема видео «Как понять, что хочет клиент». Думаю, меня смотрят те, кто уже разобрали, что сетевой – это не перепись населения, сетевой – это продажи. И вот тут у многих происходит затык. Провел 100 встреч и пустота. Все какие-то не такие, никому ничего не нужно и так далее. Практически на 100% могу утверждать, что неудачи в продажах происходят потому, что мы не умеем слушать и не умеем задавать правильные вопросы. Об этом сегодня и поговорим. Меня зовут Сергей Горбунов, и на моем канале каждую неделю вы сможете получать актуальную информацию по продажам, переговорам в сетевом бизнесе. Так что, кто еще не подписался на канал, можете смело сделать это прямо сейчас. Итак, поехали. Во время продажи все наши действия направлены на выполнение одной задачи. Как сделать так, чтобы клиент захотел купить? И ключевое слово здесь «захотел». Большая разница между тем, когда я хочу что-то купить или продавец меня поджал какими-то аргументами. Нравится вам, да? Нравится? Нравится? Будем брать, да? Да. Если вам удалось разжечь желание купить, то клиент пойдет на что угодно, лишь бы совершить покупку. Уверен, каждый может вспомнить хотя бы один случай в своей жизни, когда желание купить настолько велико, что цена не имеет значения. Хороший пример в этом продажи компании Apple. Вы помните, как люди выстраивались в очередь, чтобы купить новый iPhone? А ведь его цена для многих больше, чем уровень их заработной платы в месяц. И все только по одной простой причине – они очень хотят. И теперь давайте вернемся к вашим клиентам, которые говорят: дорого, я подумаю, нет времени, нет денег и прочие отмазки. И это по одной простой причине – они не хотят. Теперь логичный вопрос: как сделать так, чтобы они захотели? На самом деле не так все сложно. Необходимо помочь представить клиенту, насколько круче станет его жизнь после покупки. Потому как восходит солнце, можно определить, какой будет день? Если ваш будущий муж такой щедрый еще до свадьбы, то что же будет дальше? Просто кошмар. Он забросает вас подарками и сделает ваше совместное существование отвратительно приятным. И вроде бы все просто, но в жизни все далеко не так у всех. И все потому, что вы думаете, что чем красивее расскажу о своем продукте, тем круче будет результат. Я знаю таких дистрибьюторов, которые по полгода и более углубленно изучают продукт, чтобы быть экспертом. А на самом деле, когда клиента грузят объемной, ненужной для него информацией, его тошнит от этого, и он готов на все что угодно, лишь бы его оставили в покое. Припоминаете такую ситуацию, когда вы так удачно обо всем поговорили, а потом человек трубку не берет или шарахается, когда видит вас поблизости? Причина здесь одна. Вы не говорили с клиентом о том, что ему нужно. Проанализируйте эту встречу. Ваше мнение о том, что как клево поговорили, основано только на одном. Вы говорили о том, что вам интересно. Если хотите продавать, вам нужно научиться смотреть глазами клиента, понять, что именно нужно ему, и дать ему это. Давайте такой пример. Когда вы покупаете кофе, вам правда кофе нужен? У меня жена, например, любит кофе. И когда я предложил ей: давай домой купим кофемашину и можешь пить его, когда захочешь, помню ее глаза. Ты что? Я не хочу кофе дома, я хочу кофе в кафе. То есть для нее кофе – это ритуал. Вы понимаете теперь, о чем нужно было бы говорить с ней, продавцу кофе? То есть, подытожим, клиенту не получится продать товар, пока он его не встроит в свою картину мира. То есть надо увязать с его потребностью. А многие из вас ставят акцент на цене. Отсюда, мол, все проблемы. Страшно назвать цену, сами считаете, что это дорого. Но это полная чушь. Каждый, наверное, летал на самолетах. Знаете, есть компании лоукосты. Там все дешевле. А теперь у меня к вам вопрос. А другие авиакомпании стоят? Там никто не летает? Да куча людей готовы переплатить, чтобы было более комфортное время вылета или прилета, в какой аэропорт прилетим, прямо к месту назначения или еще добираться 100 километров. Несомненно, конечно, цена имеет значение, но вы разве стремитесь купить самое дешевое? Поверьте, в ваших продажах цена не самый основной критерий к покупке. И ваша основная задача, как продавца, понять, по каким именно критериям именно этот клиент будет принимать решение к покупке. Что для него важно?
На самом деле не очень простой вопрос, потому что клиент бывает и сам не знает, что ему нужно. Бывает так, что вы проводите встречу с человеком на бизнес, и он вам говорит какие-то поверхностные вещи. Хочу там квартиру, машину, денег побольше. И как достать до него глубинных потребностей? Спросить, а зачем тебе больше денег? Ответ будет примерно такой. Ну как зачем? Куплю жене сапоги. Куплю жене сапоги. Давайте рассмотрим такой случай для примера. Предположим, пришел к вам навстречу молодой парень, машину хочет. И вы начинаете ему рассказывать, что вот есть автобонусы, показываете фото, видео, как вручают машину, крутитесь вокруг этой темы, крутитесь, а его не вставляют. Бывает такое? На самом деле под машиной скрываются другие вещи. Скажите ему: супер, что мечтаешь о машине. Давай так. Ну вот мы с тобой пройдем через год к автобонусу. А что дальше? Ну как, заберу машину, подъеду на дискотеку, там девчонки все выйдут, а я такой крутой на новой тачке. И вот тут нужно внимательно слушать. Потому что только что он сказал о своем более истинном желании. Машина ему нужна, чтобы произвести впечатление на девчонок. Значит, скорее всего, у него низкая самооценка, проблемы с девочками, и машина ему нужна для признания. И вот тут у нас сразу с вами открывается и еще поле для деятельности. Мы можем погулять вокруг его самооценки. Рассказать о его признании на сцене, как это будет выглядеть. Рассказать, что раз он будет получать автобонус, значит его чек уже будет несколько тысяч долларов, и он сможет поехать с девушкой в путешествие, квартиру там снять, телефон ей подарить. Чувствуете, какое поле для деятельности развернулось? Насколько увеличивается наше влияние на потенциального кандидата? Запишите себе этот несложный вопрос. А что дальше? Потренируйтесь на себе. Что вам по-настоящему надо? Что волнует? Ради чего вам нужно вставать с дивана? Ведь зачастую многие сами не знают, что им нужно, и поэтому нуждаются во внешней мотивации, но при этом пытаются смотивировать другого. Прогоните себя вопросом «а что дальше?» на 5-6 уровней. Этот вопрос потребует от вас более глубинного ответа. Вообще, одна из самых нелепых ошибок продавца – задавать закрытые вопросы, то есть вопросы, на которые можно ответить либо «да», либо «нет». Например, вопрос «ты сегодня завтракал?» не дает возможности рассказать человеку, что он ел, где он ел, понравилось это ему или нет. Гораздо правильнее задать вопрос «как прошел твой завтрак?». Тут человеку придется дать более развернутый ответ. А ваша задача – внимательно слушать и раскручивать дальше разговор, чтобы докопаться до сути. И это еще один косяк в переговорах. Неумение слушать. Большинство, задав вопрос, не слушают ответа, а хотят услышать ответ, который уже сами себе запланировали. И не услышав его, разговор переходит либо в тупик, либо дальше начинаете задвигать свою песню, что приводит потенциального клиента к желанию поскорее сбежать. Если хотите действительно понять, что хочет клиент, научитесь задавать развернутые вопросы и внимательно слушать клиента. Выявляйте его истинную потребность. Когда даже вам кажется, что вроде бы уже все выяснили, задайте клиенту вопрос: а это все или что-то еще? То есть копать, копать и копать. Только тогда вы будете знать истинные потребности, что хочет клиент. Вот тогда вам удастся сделать презентацию по назначению, и у вас обязательно состоятся продажи. Для начала скажите, какое время суток любит ваша жена? Скорее утро. Любимый цвет? Розовато-оранжевый. Коралловый. Точно. Кто ей нравится из Битлз? Пол Маккартни? Как вы угадали? Цветок? Это я знаю, ландыши. Они были в ее свадебном букете. Белые цветы, глупые любовные песни. Ей подойдет легкий цветочный аромат с пряной основой. Это моя жена. Чудеса! На этом на сегодня у меня все. Желаю каждому отточить навык продаж и стать суперпрофессионалом в сетевом бизнесе. Кому был полезен, ставьте палец вверх. Кто еще не успел подписаться на канал, сейчас самое время это сделать. У кого есть вопросы, пишите их в комментариях под этим видео. Обязательно отвечу каждому. Ну и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мое следующее видео. Пока!